Сегодня мы будем делать столик по проекту Пьера Женере. Сам предмет довольно простой конструкции. В оригинале был изготовлен из индийского палисандра, но мы его будем делать из красного дерева. Все конструктивные решения были разработаны исходя из современных возможностей в деревообработке. Перед началом работы нужно просчитать необходимое количество материала, а также выписать все детали с размерами в список. Так, и теперь про ножки. Чистовые размеры без запаса 40 на 30 на 1170, 2 штуки и 1200 на 40 на 30, одна штука. После составления перечня всех деталей можно приступать к раскрою материала. Для начала распределяем детали на весь объем массива, после чего торцуем заготовки с припуском по длине. Сделав на фуганке и рейсмусе базовые стороны, на ленточной пиле распускаем материал в заданные размеры с небольшим запасом.
решили соединять основной переклей на фрезерованный мини-шип, а не на ламели. Так как длина детали получилась более 1 метра, такое соединение более надежно удерживает детали, а заодно и проверим, как поведет себя переклей. Две части ноги соединяются между собой наставной шип домино глубиной 30 мм, после чего уже цельная нога приклеивается к боковой части корпуса на ламели. Для того, чтобы изготовить ножки, нам потребуется для начала сделать копир, полностью повторяющий их контур. Мы изготовили его из МДФ толщиной 16 мм. Затем на заготовках из красного дерева отчерчиваем контур по копиру и отрезаем лишнее на ленточной пиле. Остается прикрутить наш шаблон к заготовке и убрать лишний материал на фрезере. Так как у нас нет форматника, но есть фрезер с возможностью наклона вала, мы решили сделать угол в 45 градусов на нем, хотя эту операцию можно выполнить и на циркулярной пиле. Для соединения корпуса мы будем использовать ламели. Но сперва нужно сделать разметку. 4 ламелей для нашего соединения вполне хватит.
склейки основного корпуса изделия мы оставляем его в зажатом состоянии на 12